один из 3 параллельных рынков в мусульманском квартале. Рынок мясников, рынок благовоний, рынок тканей. Но меня больше всего интересует арочный потолок, который здесь есть. Если посмотрим внимательно, это же готика. Здесь 800-900 лет назад крестоносцы построили 3 параллельных рынка с севера на юг, с Шхемских Дамасских ворот в сторону Сионской горы. Мы поворачиваем сейчас на юг и заходим на улицу Кардо. Мы переходим с арабского рынка в еврейский квартал. Все сразу меняется. Одна культура и другая культура. Одна цивилизация и другая цивилизация. И вот эти переходы, которые есть в старом городе, они просто уникальны. Мы на улице Кардо. Если внимательно посмотрим, над нами бетон и современные камни, потому что вся эта часть улицы была полностью разрушена в 1948 году, когда здесь были тяжелейшие бои во время войны за независимость. 19 лет спустя, когда мы вернулись сюда во время шестидневной войны и когда начали отстраивать еврейский квартал, наши археологи получили возможность копать в этом кусочке. И они раскопали здесь что-то очень интересное. Если посмотрим под нами, какая-то черная линия. Одна, вторая. Что это такое? Давайте посмотрим. Здесь археологи раскопали несколько колонн. Мы видим 2 колонны, которые стоят, 3-я лежит. Это колонны Римской Византийской улицы Кардо 1500-600-летней давности. А потом пришла сюда другая культура, мусульмане, и на месте этой улицы вырубили цистерну для воды. Мы видим штукатурку. Но если посмотрим внимательно, на что опирается эта цистерна для воды, там же основание стены 2100-летней давности, периода 2-го храма, периода Хасмонеев, 2-1 век до новой эры. Один по другим. Небольшой кусочек, но чего здесь только нету. Давайте сделаем еще пару шагов, потому что здесь еще одна черная линия, еще одна стена, а чуть дальше есть розовая линия. В этом колодце, который сделали археологи, мы можем увидеть подземные пласты Иерусалима. Если посмотрим вниз, то с 3 сторон есть бетонные стены, а с моей стороны есть древняя кладка. Причем посередине этой кладки есть шов, который разделяет стену на 2 части. С левой стороны находится кладка 2100-летней давности, Хасмонеи периода 2-го храма. А вот с правой стороны находится кладка стены времен 1-го храма, 2700 лет назад. Почему город в древности был внизу, 8 метров под нами? А почему мы сейчас находимся здесь, на улице Крестоносцев? К счастью археологов, в древности не было тракторов, не было бульдозеров. И когда приходила вражеская армия или было сильное землетрясение, когда все разрушалось, то через несколько лет приходили люди и восстанавливали город. Они не копали до основания, до скалы, они все выравнивали и строили сверху новое здание, а потом снова разрушение, потом снова строительство, и получается слой на слоем. И когда приходят сюда археологи, раскапывают слои города, мы получаем всю историю. И в древности город был 8 метров под нами. А мы сейчас находимся на уровне крестоносцев. Можно увидеть здесь готические арки, магазины крестоносцев, где сейчас находятся современные еврейские магазины. Удивительно.